Давным-давно, тысячи лет назад, первобытный рыболов оставил на морской скале отпечаток своей руки. Здесь всегда его ждал богатый улов, и для него это был настоящий рай на земле. Более 1500 покрытых густыми джунглями островов, которые образуют архипелаг Раджа-Ампат, находятся в 4 часах полета от Джакарты, в индонезийской провинции Западный Папуа. Слова Раджа-Ампат в переводе означают «4 раджи» или «4 короля». Это 4 крупнейших острова архипелага, от которых и пошло его название. Этот район является частью так называемого кораллового треугольника между Тихим и Индийским океанами, с самым богатым на Земле разнообразием кораллов и морских обитателей, и, возможно, лучшим в мире местом для дайвинга и ныряния с маской. В Раджа-Ампат нет сетевых отелей, и самым распространенным является проживание в семье. Это простые бунгало из пальмовых листьев с матрасом на полу, а если повезет, то и с кроватью, которыми управляет местная семья. Они следят за чистотой, готовят еду и на своей лодке организуют экскурсии. Фрукты и овощи семья закупает в ближайшей деревне, а наловить рыбы или сорвать кокосы вообще не проблема. На завтрак обычно подают домашнюю выпечку или жареные бананы, а на обед и ужин – рыбу или курицу с рисом и овощами. Питьевая вода, чай и кофе всегда на столе. Одно время по ночам с моей веранды стали исчезать бананы. Кто это был? Ночная птица? Нет, оказывается, большая летучая мышь. Как правило, у каждого гостевого дома есть свой домашний риф с прекрасными здоровыми кораллами, а между деревянными сваями причала, в буквальном смысле слова, крутится масса рыбы. И, кстати, маленькие акулята рано утром на пляже и под вашим бунгало – это вполне нормально.
Свое путешествие я начал с самого отдаленного из 4 раджей острова с голландским названием Мисол, на который раз в неделю ходит ночной паром. Мисол окружают сотни зеленых островков и причудливых карстовых скал, порой напоминающих поглощенный джунглями древний город, с башнями крепостных стен и остроконечными шпилями храмов. Один из немногих гостевых домов посреди этой красоты построен прямо на воде и вполне удобен. В каждом бунгало европейский туалет и душ, а отсутствие мобильной связи восполняет антенна Starlink. Все нечистоты из туалета попадают в бак, который раз в неделю опорожняет санитарный катер. Среди всех живописных лагун острова особенно впечатляет лагуна Балвулол, посреди которой высятся похожие на новогодние елки скалы высотой с 4-этажный дом. Эти скалы увиты хищным растением кувшиночник, который в Индонезии называют крысиными стаканами, будто бы крысы пьют из них воду. На самом же деле эта жидкость способствует перевариванию попавших в ловушку насекомых. Еще одно необычное место – лагуна Намлол с вырастающими прямо из песка причудливыми скальными образованиями. Во время отлива к ним можно подойти пешком, а позади находится небольшой, идеальный для купания пляж. Песчаные островки, где можно причалив лодку, искупаться и пообедать в тени пальм, встречаются на Мисоле довольно редко. Один из них, поистине райский уголок, желали бы приобрести в свою собственность некоторые предприимчивые туристы. Однако в Раджа-Ампад покупать землю разрешается только местным жителям, которые здесь родились, и этот закон спасает эти прекрасные места от массового туризма. И, наконец, еще одна достопримечательность Мисола – отрезанное от моря озеро Медуз, которые утратили способность жалить. В отличие от аналогичного озера, которое я видел на Тагианских островах, здесь живут два вида медуз – белые и золотистые. И в любом случае это завораживающее зрелище. Вернувшись рано утром в Саронг, я пересел на скоростной паром до порта Вайсай и оттуда на моторной лодке добрался до островов Фам. Здесь находится одно из красивейших мест Индонезии – Пьянема, живописная россыпь зеленых островков среди изумрудных лагун. Эта панорама стала визитной карточкой Раджа-Ампад и запечатлена на банкноте в 100 тысяч рупий.
Проливы между островами Фам – это одно из мест, где с конца октября по март можно увидеть морских скатов мант. В это время в водах Раджа-Ампат наблюдается цветение планктона, который, словно легкие снежинки, кружится в толще воды и служит пищей не только для рыбьей мелочи, но и для этих огромных существ величиной до 5 метров. Манты постоянно мигрируют в океане, следуя за перемещением планктона, и как раз в этот период появляются в Раджа-Ампат. Они не опасны, не боятся человека, и плавание рядом с ними – это полный восторг. Далее переезд на Арборек, крошечный туристический островок в самом сердце Раджа-Ампат. Арборек можно обойти всего за полчаса. Гостевые дома с проживанием в семье расположились по всей окружности острова. 2 чисто подметенные улицы, магазин со снаряжением для дайвинга, протестантская церквушка, петухи, сонные собаки, никаких тебе ресторанов и баров, тихо и красиво. Иногда для туристов устраивают небольшое представление с папуасской музыкой, что, впрочем, не нарушает расслабляющей атмосферы острова. Популярность Арборека обусловлена близостью к лучшим местам для дайвинга и плавания с мантами. При всем при этом остров окружает великолепный собственный коралловый риф, а его причал, под которым плавают целые косяки рыб, уже, наверное, стал легендой. Следующий этап путешествия – далекий и безлюдный, но невероятно красивый остров Ваяг. Катер с 2 моторами по 200 лошадиных сил преодолел расстояние в 100 с лишним километров за 2 часа 15 минут. И вот мы у цели. Чтобы попасть на смотровую площадку, надо прямо с лодки, хватая за канат, карабкаться по острым скалам на высоту 9-этажного дома. Зато вид сверху действительно захватывает дух. Десятки покрытых буйной тропической зеленью островов конической формы, изумрудные лагуны и первозданные пляжи. Здесь все осталось таким, каким было 1000 лет назад. Прямо у берега плавают акулы, которых остатками своего пляжного обеда подкармливают туристы. Очень бы хотелось побыть здесь подольше, но на Ваяге нет никакого жилья, разве что только ночевать дикарем на пляже. На обратном пути я сделал остановку у входа в бухту острова Гам.
Это очень живописное место, которое интересно объехать на лодке, лавируя между мелкими островками и исследуя скрытые лагуны. Здесь также есть озеро Медуз, в которое во время прилива можно заплыть на лодке. Правда, медуз здесь не так много, но скала, под которой надо проехать, довольно впечатляет. Мало кто знает об этой реке, которая скрывается в густом мангровом лесу. Ее русло, где поселилась целая колония забавных красных крабиков, в конце концов приводит к небольшой, но очень глубокой голубой лагуне, которая и является истоком реки. Однажды сюда погружались дайверы, но до дна так и не достали. Острова Мансуар и Кри напротив острова Гам можно объехать на лодке за полдня. Между ними находится огромная песчаная отмель с кристально чистой водой, где расположились гостевые дома и дайвинг-центры. Именно на этих островах зародился туризм в Раджа-Ампад, и они до сих пор очень популярны среди любителей дайвинга. Особенно славится причал деревни Саувандарек, куда приезжают понырять со всех окрестных островов. И вскоре, наверное, аквалангистов и ныряльщиков с маской здесь будет больше, чем рыбы. Ну, пока что рыба здесь еще есть. Я даже мельком заметил акулу, которая быстро ретировалась при моем появлении. Другие рыбы прячутся от ныряльщиков под кораллами, и только местный сторожил не обращает ни на кого внимания. Этой черепахе наверняка уже перевалило за 100 лет, и она достаточно мудра, чтобы спокойно относиться к своей популярности. Извилистая полоска белого песка в проливе между островами Гам и Кри появляется только во время отлива. Это совершенно идиллическое место, где есть только вы, ласковое море и ослепительное солнце. На восточной оконечности острова Гам находится длинный песчаный пляж с прекрасным коралловым рифом. На берегу среди кокосовых пальм здесь летают яркие разноцветные попугаи, а вечером на ветвях деревьев можно увидеть кускуса, миловидного пушистого зверька величиной с очень большую кошку. Кускусы питаются ягодами и листьями, медленно переползая с ветки на ветку, и никогда не спускаются вниз. Они относятся к сумчатым животным, и если присмотреться, в сумочке у этой сонной дамы явно кто-то копошится. Несмотря на то, что весь остров покрыт непроходимыми джунглями, здесь нет ни обезьян, ни крупных млекопитающих, характерных для Юго-Восточной Азии. Все дело в древнем разломе земной коры, по так называемой линии Уоллеса. Эту линию, словно невидимую стену, не могут преодолеть ни звери, ни даже многие виды птиц. Райская птица Вилсона и красная райская птица являются эндемиками Раджа-Ампад. Лучше всего за ними наблюдать в окрестностях деревни Сапаркрен на острове Вайгео, где представлены оба этих вида. Эта деревня известна своим обилием птиц, которые находят себе корм на прибрежных деревьях и на плантациях папайи. Но за райскими птицами надо еще до наступления рассвета идти в джунгли. По утрам красные райские птицы собираются на высоком дереве, где устраивают шумные смотрины. Самцы танцуют перед самками и демонстрируют свое прекрасное оперение.
Райская птица Вилсона, наоборот, расчищает полянку на земле и каждое утро в ожидании невесты убирает с нее корешки, веточки и упавшие листья. Интересно, кто из них будет заниматься уборкой после свадьбы? Вот и замкнулся круг моего путешествия по Раджа-Ампад. Это невероятно красивый уголок земли с нетронутой природой, куда непременно хочется вернуться. Впереди меня ожидал скоростной паром до Саронга, утомительный перелет домой, а там холод и осенняя сырость. Ну а теперь скажите мне, разве это был не рай?